Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. В данном видео поговорим о волосах для вязаных кукол. Одним из вариантов таких волос являются трессы. Их можно приклеить, пришить или ввязать в процессе вязания головы. Последний способ придает естественность волосам. Волосы как будто растут из головы куклы. Вот эту голову я сделала как раз таким способом. Посмотрите, снаружи не видно швов от трессов, все они спрятаны внутри, и волосы выглядят очень естественно. Чтобы сделать таким образом трессы кукле, конечно, понадобится время, но зато результат стоит того. Трессы могут быть разные. У меня есть два вида трессов. Вот эти — это натуральные волосы, козочки, сшитые в тресс. Я покупала их просто в интернете. Это очень мягкие волосы, и они очень получаются красиво на кукле выглядят. Вторые трессы — это искусственные волосы. Я их покупала в рукодельном магазине. У них, конечно, лучше прошивка, но в любом случае, так как мы прячем эту прошивку внутрь, то разницы никакой нет. Ввязываются они в голову абсолютно одинаково, так что вы можете использовать любые трессы, которые у вас имеются. Перед началом использования трессов я их расчесываю мелкой расческой, чтобы они не путались и не мешались мне при ввязывании. А также я смачиваю водой расческу и провожу по волосам, опять же, чтобы они не путались. В таком виде ввязывать их будет проще. Также понадобится уже начатая вязаная голова. Начинаю вязывать тресс я примерно в том ряду, где у меня начинается или планируется в будущем нос. Примерно в этом же ряду у меня будет ухо, поэтому первый ряд я ввязываю примерно на уровне, где начинается ухо. Также нужно отсчитать примерно петли так, чтобы начало ряда ввязывания тресса было за ухом. Вот в этом месте я начну ввязывать первый ряд. Я использую лейкопластырь, чтобы предотвратить мозоль от вязания тонким крючком. Берем тресс и прикладываем его внутрь головы краем, который у нас прошит. Отделяем одну прядь. Эти пряди видны по прошивке, обычно они разделены. Вводим крючок в следующий столбик. И выводим крючок через эту прядь обратно. Захватываем нить и провязываем обычный столбик без накида. Таким образом, одну прядь мы уже ввязали. И продолжаем таким же образом ввязывать аккуратно по одной прядке дальше. Обратите внимание, что рабочая нить у нас идет сверху, мы ее видим. Если ее пустить внизу под волосами, то процесс будет гораздо сложнее. Отделяем следующую прядь, вводим крючок в петлю в следующую, захватываем нить поверх волоса, поверх пряди, которую мы отделили, и провязываем столбик без накида. Теперь у меня уже две пряди связаны. И еще раз покажу. Поняв процесс, вы уже ускоритесь постепенно, когда процесс автоматизируется.
на каждую прядь уже не будет тратиться столько много времени, как в начале. Вот я провязала третью прядь. Сейчас покажу, как получается. И таким образом провязываю дальше до такого же места головы с другой стороны, чтобы было симметрично. Вот таким образом получились 3 пряди уже. Они никуда не денутся, никогда не высунутся, сколько ни расчесывай, ни тяни волосы. И вот так получится у вас после окончания вывязывания первого ряда трессов. Посмотрите еще раз, чтобы было симметричное начало и конец связывания. И отрежьте просто ножницами аккуратно в этом месте. Вот посмотрите, что получается после первого ряда. И теперь я довязываю ряд, как у меня идет по описанию головы. И также провязываю еще один ряд по описанию. То есть я буду ввязывать сзади ряды через один ряд. Один ряд я вяжу, один ряд провязываю тресс. Не забывайте расчесывать и смачивать волосы перед ввязыванием. Предыдущий ряд я плету в косичку, чтобы мне волосы не мешали, иначе они будут путаться и в итоге вяжутся еще раз там, где не нужно. С того же самого места, только уже в этом ряду, я начинаю аналогично ввязывать тресс. Снова отделяю одну прядку и ввожу крючок в столбик предыдущего ряда. Следующий столбик. Нитку я держу сверху, поверх волос. Снова вывожу крючок обратно, захватываю нить поверх волоса и провязываю столбик без накида. Старайтесь, чтобы волосы не путались, потом их будет проще расчесать. Вот так будет начало второго ряда выглядеть. Одну прядку я уже ввязала. И таким же образом я провязываю точно такой же ряд и заканчиваю в том же месте. После второго ряда вот так вот выглядит. Вот так у нас 2 полоски трессов уже ввязаны в голову. Я снова заплетаю в косичку второй ряд, сплетаю вместе с первой косичкой, чтобы они не мешались. И снова довязываю ряд и вяжу еще один ряд дополнительно. Через ряд я начинаю ввязывать на 2 петельки раньше, потому что это место уже будет над ухом. Здесь волосы растут из другого места, начинают расти. И, соответственно, с другой стороны заканчиваю тоже на 2 петельки позже. Вяжите третий ряд, и будет выглядеть вот так. Вот у меня уже 3 тресса, 3 отрезка. И снова заплетите в косичку, чтобы волосы не мешались. И снова я провязываю ряд. И через ряд снова начинаю ввязывать. Теперь раздвигаюсь уже на один столбик постепенно в сторону лба. Аналогичным образом я провязываю ряды до тех пор, пока у меня не довяжется голова до места выше лба, где волосы уже растут спереди. Итого у меня получится 6 рядов, и на 6-м ряду я уже начну
вывязывать по-другому. Также спереди линия роста волос у каждой куклы может быть разная. У кого-то плавная, у кого-то от ушей идет вверх и потом под углом идет над лбом. Вот так у меня получается после ввязывания 6 рядов трессов через ряд. Я сдвигалась на одну петельку каждый ряд, и у меня линия волос сдвинулась к лбу. Вот, посмотрите, как получается. Эта линия сдвигается. И здесь я уже начну тоже на одну петельку раньше и пойду по кругу ввязывать тресс. Только с этой стороны я уже не закончу, а продвинусь дальше. И буду теперь ввязывать в каждом ряду, не прерывая, не отрезая тресс до конца. Довяжите, насколько это возможно, чтобы отверстие оставалось размером примерно 15-18 петелек, не больше. И все вот эти швы от трессов нужно аккуратно запихать в голову, чтобы они не вылазили из отверстия оставшегося. И я покажу, как потом закрыть это отверстие. Встретимся в том месте, где у вас закончится возможность ввязывания. Вот так у меня получается в конце. Отверстие у меня получилось небольшое, уже трудно здесь вязать, трудно ввязывать. Петли получаются большие, нить натягивается с трудом. Поэтому я нить обрезала и буду здесь заканчивать голову другим способом. 1, 2, 3, 4, 15 петелек у меня получилось в итоге. Ниточку я закрепила в узелок. И возьмите деревянную палочку какую-нибудь и протолкните хорошенько концы внутрь. И также нужно сделать отверстие для того, чтобы туда засунуть тресс. Возьмите небольшой отрезок тресса, отрежьте и скрутите его в трубочку. Эту трубочку нужно закрепить, либо промазать клеем предварительно, либо скрутить и сшить так, чтобы он не раскручивался. Я буду клеить. Клей я использую силиконовый. Такая вот у меня получилась деталь. И теперь мне нужно ее вставить в это отверстие в голове, которое у меня осталось. Предварительно, конечно, нужно смазать его клеем хорошенько изнутри. Вставлять будем глубоко, поэтому промазывайте глубоко. Вставляем и такими крутящимися движениями хорошенько проталкиваем максимально глубоко, примерно на почти сантиметр должны войти эти трессы в голову, чтобы хорошо закрепилось и кончики и швы были не видны. Аккуратно запихивайте туда до тех пор, пока не упрется окончательно эта деталь. Кончик этот можно обрезать, либо спрятать. И теперь ищем центр вот этой скрученной детали и распределяем волосы в разные стороны. Таким образом получится у нас макушка. Теперь я покажу, что я делаю, чтобы уложить волосы, чтобы вот этот скрученный элемент у нас не торчал вверх. Во-первых, нужно расчесать все волосы, смоченной в воде расческой, чтобы они были влажные. Хорошенько смачиваю со всех сторон. Прижимаю к голове и сверху одеваю пищевую пленку.
Закрепляю это все резинкой и оставляю сохнуть. После того, как это высохнет, пленку снимаем и придаем прическу, какую надо. Волосы уже будут лежать на голове и не торчать вверх. И дальше уже все зависит от вашей фантазии. Можно оставить волосы распущенными, можно спокойно делать хвостик, косички, потому что со всех сторон волосы выглядят красиво. Можно сделать челку, можно в бок волосы сделать, косой пробор и так далее. Тоже укладывайте на ваше усмотрение.